Привет! В этом видео мы поговорим о депрессии, о том, как справиться с ней натуральными средствами. Первое, что я стараюсь узнать, когда у кого-то депрессия, не связано ли это с недостатком сна, нет ли синдрома хронической усталости. Ведь вот какое дело. При депрессии человек все время чувствует себя очень уставшим. Если человек не высыпается, у него появляется хроническая усталость. И по ощущениям это напоминает депрессию. Поэтому я всегда выясняю, хорошо ли человек спит. Если у него есть проблемы со сном, мы стараемся решить их. Обычно это помогает. Я еще не видел человека, у которого полно энергии и который при этом страдает от депрессии. Бывает логически объяснимая депрессия, например, из-за потери любимого человека. А бывает необъяснимая депрессия, когда для депрессии нет никаких причин. О таком варианте мы с вами и будем говорить. Людям нужна альтернатива психиатрическим препаратам. Она есть, и сейчас мы об этом поговорим. Первое, нужно различать депрессию и тревожность. Депрессия сродни апатии, когда уже на все плевать. Безнадега. Депрессия — это грусть и слезы. Вот что это. Тревожность — это стресс, беспокойство, рой мыслей. Панические атаки — это совсем разные эмоции. Их нужно различать. Часто причиной депрессии становится дефицит витамина В3, а причиной тревожности может быть дефицит В1. Позже мы обсудим это подробнее. Первым делом нужно изучить рацион, ест ли он вредную еду. Конечно, бесполезно пытаться вылечить депрессию, если вы питаетесь одним фастфудом и вредной едой. Ничего не выйдет. Нужно узнать, что человек ест. Ест ли он пончики, пирожные и прочее. Нужно исправить диету, избавиться от всей этой вредной еды. Дальше, сахар в крови. Это второе, что я проверяю. Слишком высокий или слишком низкий уровень сахара в крови может вызвать депрессию, особенно гипогликемия. И инсулинорезистентность. У меня о ней куча видео. Если сахар крови не в норме, подумайте сами. Инсулин помогает доставлять сахар в мозг. Если у вас инсулинорезистентность, мозг не получает достаточно топлива и начинает работать кое-как. Так что вы будете плохо себя чувствовать. Нужно, чтобы сахар крови поступал в мозг должным образом. Если у вас преддиабет и сахар в крови не в норме из-за того, что вы едите всякую гадость, это может быть причиной депрессии. Я бы занялся этим немедленно. Если у вас проблемы с сахаром крови, посмотрите ссылки под видео. Сон — это важно. Я всегда проверяю, нормализовался ли сон. Большинство проблем со сном вызваны сильным стрессом. Я использую при этом два средства. Первое. Ночная формула для надпочечников. Она успокаивает надпочечники, и человек засыпает. Второе. Массажер, чтобы поработать с телом физически и убрать стресс таким способом и успокоить человека, который сильно напряжен. Вот два средства, которыми я улучшаю сон. Теперь давайте обсудим серотонин. Некоторые психиатрические препараты гоняют по кругу последнюю каплю серотонина, которая у вас осталась, заставляя тело думать, что серотонин есть, хотя его нет. Серотонин — это гормон, поднимающий настроение. Он помогает справиться с тягой к чему-то. Можно сказать, что это гормон для нервной системы, это нейротрансмиттер. Если у вас проблемы с серотонином, это может привести к депрессии. Сейчас я расскажу вам, откуда берется серотонин. Есть такая аминокислота L-триптофан. L-триптофан, она была очень популярна в 80-е. Объемы ее продаж исчислялись миллиардами долларов. А потом 22 марта 90-го года в Японии некачественная партия этой аминокислоты привела к вспышке редкого заболевания. И эту натуральную аминокислоту запретили, а ведь люди использовали ее от депрессии, от тяги к еде, для похудения, улучшения сна. Они ее запретили, а через 4 дня началась масштабная рекламная кампания нового волшебного антидепрессанта — Прозака. Что это, совпадение? Видите, тут есть связь. А ровно через 19 лет, где-то в 2001-м,
Запрет на L-триптофан был снят, как раз когда истек срок патента на Прозак. Интересно, это тоже совпадение? Так что вот какое дело. Люди некоторое время употребляли химию и забыли об L-триптофане. L-триптофан превращается в серотонин. Это натуральная аминокислота, у нее нет побочки. Ее нужно принимать на пустой желудок, потому что это большой белок, и он соперничает с другими белками. Поэтому, если принять их вместе, L-триптофан не сработает. Принимайте его на пустой желудок. L-триптофан — это натуральный прекурсор серотонина. Он поднимает настроение, помогает справиться с тягой, улучшает сон. Кроме того, L-триптофан создает витамин В3. Помните связь, о которой мы говорили вот тут? В3 также производится из L-триптофана. Интересно. Еще дефицит витамина В3 может быть вызван злоупотреблением алкоголем, даже в прошлом. Повреждением печени, очищенными злаками, хлеб, макароны, крекеры, печенье и все такое. Слишком много продуктов из сои или кукурузы тоже истощают запасы В3. На самом деле, многие знают, что это плохо. Но предположим, что вы начали принимать В3 или начали принимать L-триптофан, а ваша депрессия никуда не исчезает. Вам может помочь моя последняя рекомендация. Дело в том, что требуется мощная пищеварительная система для усваивания этих двух веществ. А если есть повреждение кишечника, дивертикулит, синдром Крона, синдром раздраженного кишечника, из-за этого может не работать то, что мы уже разобрали. Поэтому вам нужно добавить в диету немного молочной кислоты. Из чая камбуча, квашеной капусты или ферментированных овощей. Так можно получить молочную кислоту. Она хорошо помогает усваивать В3 и L-триптофан. Ваша пищеварительная система, как второй мозг, она может влиять на настроение. Принимайте молочную кислоту. Вы можете купить чай камбуча в магазине. Пейте его на ночь, он вас успокоит, настроение улучшится. Но у людей с непереносимостью лактозы проблемы с употреблением молочной кислоты. Может, в этом и кроется причина депрессии, ведь они не могут усвоить вещества, о которых я говорил. Я в общих чертах описал вам несколько возможных причин появления депрессии. Проблемы с пищеварением — распространенная причина, как и проблемы с сахаром в крови и сном. В чем бы ни была лично ваша проблема, устраните ее и посмотрите, улучшилось ли ваше настроение. Спасибо за просмотр.